Друзья, всем привет! Мы купили себе очень прикольную штуку, а именно вот такой вот отпариватель Китфорд ручной. Одна из самых популярных моделей. Ну, и сегодня подробно о нем. Погнали! Итак, дорогие друзья, что же это за штука? А это у нас компактный ручной отпариватель, которым можно отпаривать разного рода деликатные ткани, куртки, тюли, шторы, обычную одежду и все что угодно. Короче, штука достаточно универсальная и может даже полноценно заменить утюг. Данная штуковина очень удобна как в обычном домашнем использовании вместо утюга, так и, допустим, при каких-либо путешествиях, ведь эта вещь гораздо легче и миниатюрнее, и ее удобнее возить с собой. На дачу, допустим, съездить или куда-нибудь слетать на отдых, но при этом выглядеть хорошо, а не ходить помятым. Как заявляет производитель в инструкции, ручной отпариватель гораздо более функциональное и универсальное средство, чем утюг. Под действием пара волокна тканей не просто растягиваются и не сжимаются, а приобретают как бы объемность и эластичность и блеск. И благодаря невысокой температуре пара отпариватель не наносит ущерб деликатным и мягким тканям, поэтому эта штука гораздо безопаснее. Ей не так просто испортить одежду, как обычным утюгом. Еще из достаточно прикольных, полезных, скажем так, бонусов по сравнению с утюгом, это то, что отпаривателем можно, допустим, нормально почистить мебель от шерсти собак либо котов. Одевается специальная насадка, ведь мы знаем, что шерсть держится за любые поверхности при помощи статического электричества, а отпариватель, конкретно струи пара, это все сбивает и нормально будет чиститься, все будет оставаться на щетке. Конкретно для этих целей в комплекте идет две насадки. Вот такая вот щеточка, которую мы одеваем на отпариватель, и ей уже когда отпариваем, вводим по поверхности, и все это дело будет оставаться на щетке, как я уже сказал, про шерсть, допустим, от животных. Либо еще вот такая вот тканевая насадка. Тканевая насадка у нас одевается, и нужна она для того, чтобы сам утюжок в процессе отпаривания не касался деликатных тканей. Он нагревается и тоже может испортить деликатную ткань, как и обычный утюг. А вот эта вот тканевая проставка этому мешает. Пар через нее проходит, вещь отпаривается и не страдает. Также хочу обратить внимание на функцию просто утюга, ведь когда мы включаем отпариватель в розетку, вот эта вот металлическая часть, она нагревается, и ей можно просто гладить так же, как и обычным утюгом, при этом не включая режим отпаривания. Что касается работы. Чтобы эта штука заработала, нужно в первую очередь налить в нее воды. Мы вот таким вот образом поворачиваем бачок, снимаем его с направляющей, открываем пробку и заливаем сюда нужное нам количество воды, а именно здесь 250 мл. Заливаем полностью, закрываем и вставляем обратно в ручку отпаривателя. При этом в инструкции по эксплуатации сказано, что вот так вот им вверх пользоваться нельзя, и полностью горизонтально вниз как бы тоже, потому что засос воды в помпу внутри здесь идет шланжиком внутри вот до сюда, то есть он расположен вот так и вверх. Хотя в таком положении он вполне нормально захватывает воду. Ну, а что у нас заявляет по техническим характеристикам производитель? На коробке указано, что подача пара 28 грамм в минуту, размер устройства, размер упаковки и вес брутто-нетто, то есть штука сама весит килограмм, мощность ее 1600 ватт, емкость на 250 мл, питается от 220 вольт и длина шнура 1,8 метра. Производство, конечно же, Китай. Ну, а теперь давайте включим эту штуку. Наливаем полный блок воды, вставляем, проворачиваем, закрепили и включаем в розеточку. После того, как включили в розетку, жмем вот эту кнопку, она начинает моргать, значит аппарат включился. Но при этом нужно немножко подождать, пока он нагреется. Происходит это примерно в районе минуты. После этого лампочка здесь моргать перестанет, и можно будет включать режим отпаривания. Прошла минутка,
моргать мы перестали. Просто вот этот вот весь ободок кнопки горит зеленым. Дальше нажимаем здесь на кнопку пара. Слышно, как заработала помпа. И все, можно отпаривать. Мы отпариваем. Причем держать на постоянной основе не нужно. Помпа работает, грубо говоря, в автоматическом режиме, и пар идет постоянно. При этом, если мы хотим остановить подачу пара, просто еще раз жмем и отпускаем на эту же кнопочку. Все, отпаривание остановилось. Как видим, струя пара достаточно хорошая. Но если мы оденем насадку для деликатных тканей, то картинка, конечно же, немного изменится. Эта насадка прерывает подачу пара вдаль, и фактически пар идет только в упор. В дальнейшем, после того, как попользовались, чтобы отключить эту штуку, жмем на кнопку, держим 5 секунд, и она гаснет. Все, аппарат выключен. Дальше можно выключать из розетки и ставить его куда-нибудь на полчасика остывать, ведь он нагревается точно так же, как и утюг. Здесь все горячее. Во время эксплуатации здесь потиху все будет покрываться известью, накипью, и периодически его нужно чистить, в зависимости от жесткости вашей воды. Для этого есть режим самоочистки. Ну, а для того, чтобы включить режим самоочистки, нужно зажать эту кнопку на 5 секунд и подержать. При этом быстро начинает моргать вот эта кнопка, сразу включается помпа, и через 15 секунд он начнет активно выдавать паром, водой, каплями, всем подряд, и продолжаться это будет примерно 5-8 минут. При этом все это дело очистится от накипи. Ну и для примера возьмем и отпарим помятую мужскую майку. Повесим ее на вешалку в вертикальном положении, без опоры, и пройдемся отпаривателем. На все про все ушло примерно 1,5 минуты. В принципе, все легко и просто. Ну что, дорогие друзья, в целом очень даже классная штука для бытового использования. Если у вас еще не было отпаривателя, то рекомендую. Данная штука стоит откровенно копейки. Он, не самый, конечно, дешевый в линейке, которых можно купить ручных отпаривателей, но все же по соотношению цена и качество одна из самых интересных моделей, поэтому, попользовавшись ей месяц, уже реально могу рекомендовать. Ну, думаю, про него все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!